Как мы все могли заметить, с момента релиза большинство устоявшихся пачек отошло от Defender'ов полностью. Проблема дизайна в том, что лечение, основной функционал большинства оперативников этого класса, утратил свою актуальность после прокачки ДПС персонажей. Зачем нужно лечение, если после ослабления врагов и ввода отдельной шкалы ульты они умирают с 2 кнопок? Или если можно вернуться от практически любой атаки. Да, большинство игроков на ПК даже не сомневается в этом тезисе, но тут мы можем увидеть другую точку экстремума. Для игроков на телефонах и планшетах Defender – это очень приятная utility, позволяющая совершить непреднамеренные ошибки. Пока я думал над тезисами этого видео, я прошел апдейт режима «Сумрачный монумент», который должен был быть сложным. И хотя на втором этапе я испытал некоторые затруднения, в моей голове промелькнула мысль взять Эмбер исключительно потому, что я хотел изучить ее импакт на сложный бой. И что я сделал в итоге? Я просто взял Гилберту и перестал испытывать какие-либо затруднения, играя в 2 баффера. Кстати, про этот бой. Вы же знаете про секретную медаль за ловлю разбега на щит? А про то, что Эмбер, по редкости лучший Defender, не может ставить на щит, знаете? Вопросов к разрабам становится все больше. Пока что Defender'ы – это класс для вот такого вот флекса. Впрочем, этот аргумент не особо валиден, ведь каждый может так. Прокачав Defender'ов, я смогу показать свой скилл Ишью. Ведь в проектах самой известной гей-пары Японии Бавадзаки и Танемуры я провел столько времени, сколько они никогда не смогли бы. И, как любой нормальный равочанин заводяга, я пойду проверять необходимых Defender'ов туда, где это и нужно сделать, на местный аналог контрактов. Именно так, как это сделал бы обычный игрок. На мобильном, ведь игра изначально для них. Да, игра действительно начинает прощать некоторые ошибки, но в качестве хилера справляется бесплатная Арделия, при должном уровне следения за происходящим на поле, выхиливающая все потери ХП. И это только на самых сложных уровнях каждого из этапов. Более простых, сдающихся скорее к ДПС чеку, нежели скулу нажатия кнопки у воротах врагах, Defender'ы становятся не 5-м кольцом, а полноценным якорем, занимающим слот баффера. Конечно, можно поспорить и здесь. В ледяных командах можно в качестве баффера-стайкера использовать Defender'а. Но с выходом Тантанг стало столько альтернатив, что разработчики перемудрили сами себя. В отличие от более сбалансированного геймплея Tower Defense, где 13 слотов позволяет играть практически как угодно, здешние 4 слота ограничивают в выборе и на данный момент приводят к перекосу в сторону других классов. Авангарды – это база, СП-механика слишком много на них завязывает. Саппортеры – тоже необходимость, как для casual геймплея, так и для более сложных боев. А страйкеры, кастеры и гарды – это ДПС и бафферы, предоставляющие слишком много разных опций. Дейферы же просто впиду и немного помогают. Примерно тем же могли бы заниматься саппортеры. Стоп, они и так этим занимаются. Буквально каждый из саппортеров предлагает тот или иной способ лечения для союзников, позволяя ошибиться пару раз за уровень. А для более удобной эксплуатации Defender'ов нужно, видимо, ходить по граблям, что затруднено появлением регена СП за увороты после первых итераций беты. Да, этот вопрос скорее всего выправится с патчем, и мы получим либо челлендж, где без Defender'ов никак, либо Defender'а, способного потягаться на равных с ДПСерами, но до сих пор класс Defender'ов не имеет смысла.